Еще несколько сотен лет назад человеческая жизнь была борьбой за выживание, а мир полон опасностей, трудностей и боли. Сегодня все изменилось. Мы живем в относительно комфортной и почти безопасной среде. Мы создали ее благодаря величайшим научным достижениям. Электричество, лекарства, атомная энергетика, вакцины, освоение космоса, авиация. Но что стоит за этими грандиозными открытиями? Сколько судеб и жизней принесено в жертву во имя науки и во благо людей? Рискованные эксперименты и смертельные опыты лучших умов человечества, прошлого и современности, знаменитых и незаслуженно забытых. Прямо сейчас. Каждый из нас в детстве не раз размышлял, а что попросил бы он у волшебного цветика? И обязательно в списке желаний оказывались накормить всех голодных и вылечить всех больных. Сказка «Цветик-семицветик» была написана в 1940 году. В это время полным ходом шла борьба с генетикой, наукой, которую Сталин пренебрежительно называл «цветочки-лепесточки», и которая, как сейчас уже очевидно, оказалась способной исполнить две заветные мечты человечества – избавиться от голода и от болезней. В ночь на 26 января 1943 года в больнице тюрьмы номер 1 города Саратова умирал заключенный Вавилов Николай Иванович, бывший президент Всесоюзной академии сельхознаук, директор Института генетики, президент Географического общества, лауреат Ленинской премии, всемирно известный биолог. Николай Иванович Вавилов создал учение о мировых центрах происхождения культурных растений, разработал учение об иммунитете растений и открыл закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, совершив переворот в мировой биологической науке. Он буквально со студенческой скамьи для себя сформулировал связать фундаментальную науку, генетику, эволюционные учения с задачами агрономии. В России голод в начале 20 века, в начале 20-х годов, потом в 30-х, все это было на его глазах. Решать проблему голода, основываясь на науке. В акте о смерти заключенного Вавилова от 26.01.1943 было указано, что смерть наступила в результате упадка сердечной деятельности на фоне крупозного воспаления легких. Настоящей причиной было крайнее истощение. Чудовищная ирония судьбы. Великий ученый, который собирался накормить все человечество, умер от голода. Когда-то в детстве Камиль Хафизов увлекался биологией, как и многие из нас, просто из интереса. Но у него оказались ярко выраженные способности к математике, и это повлияло на выбор специальности. Поначалу. Я собирался стать математиком-программистом изначально, но так получилось, в общем, что поступил на физический факультет в Казанском университете. И скажем так, в итоге выбрал специальность биофизика-бионика, где ушел в математическое моделирование в биологии, вычислительную биологию. Вычислительная биология – это междисциплинарная область, использующая методы прикладной математики и информатики для понимания биологических процессов.
Именно с применением математических методов в биологии и началась генетика. – 1863 год. Аббат Августинского монастыря святого Фомы Грегор Иоганн Мендель завершил свои опыты в экспериментальном монастырском саду. На протяжении 7 лет он скрещивал разные сорта гороха с белыми и пурпурными цветами, с желтыми и зелеными семенами. Первое поколение всегда получалось единообразным, например, только с желтыми горошинами. Но уже во втором поколении треть растений имела зеленые семена. В следующих соотношение усложнялось. И чтобы проанализировать полученные результаты, Мендель решился использовать способ, который до него никто в биологии не применял. По сути дела, построил некую математическую модель, описывающую передачу наследственных факторов в ряду поколений. А такие модели в то время биологи не строили, не составляли, и этот подход был им попросту чужд. С этим связана и недооценка результатов Менделя. И даже сам Мендель не сумел тогда осознать, какое грандиозное открытие он совершил. На его могиле была установлена плита с надписью «Мое время еще придет». С 1900 года, когда законы Менделя были открыты заново, начинается отсчет существования генетики как науки. Сегодня ее вопросами занимаются сотни научных центров по всему миру. За достижения в этой области присуждены 17 Нобелевских премий. Биофизики и генетики едва ли не самые востребованные специалисты во всем мире. И здесь особенно актуальна проблема утечки мозгов. На современном уровне наука осуществляется при достаточно больших вложениях, потому что требуется дорогостоящее оборудование, дорогостоящий расходный материал и, к сожалению, большому числу средств, которые тратятся на науку в России, они, если увеличиваются, то очень выборочные какие-то области, которые далеки от биомедицины. Известно, что в последние 2 десятилетия большинство перспективных молодых ученых из России уезжают работать за границу. Камиль не стал исключением. После окончания университета, получив, в принципе, все еще диплом физика, я ушел, скажем так, в вычислительную биологию и выбрал для этого международное заведение. Международная школа высшего обучения в Триесте, в Италии, одно из лучших в Европе. Выбор Камиля объяснялся просто. В России подобное образование получить пока невозможно. И специалисты в этой области были не востребованы до недавнего времени. Ну, вот я бы сказал, что так осторожно, стуча по дереву, как-то я вижу уже людей, которые возвращаются. Вот, в частности, вот в нашей лаборатории работают три человека, которые возвратились. 26 ноября 1920 года. В ночь после своего дня рождения Вавилов никак не может уснуть. Ему всего 33, а за плечами уже 2 серьезных открытия. Теория иммунитета растений и закон гомологических рядов, который научной общественности был приравнен по значимости к периодическому закону Менделеева. Ему уже 33, а впереди еще столько не сделанного, не изученного, не собранного. В ту ночь он пишет письмо своей будущей жене Елене Бурлиной. «Милый друг, я действительно глубоко верю в науку, в ней цель и жизнь. Бродя по Памиру и Бухаре, приходилось не раз бывать на краю гибели. Было жутко не раз.
Мне не жалко отдать жизнь ради хоть самого малого в науке. У Николая Ивановича была вот своя идея вывести засухоустойчивые сорта, неполигаемые, да, которые не инфицировались болезнями. Для этого нужно генетический материал. Чтобы собрать коллекцию семян сельскохозяйственных растений, первый в мире генный банк, исследователь объездил весь мир, часто рискуя жизнью в опасных экспедициях. Сегодня коллекция Вавилова самая богатая на планете. По неофициальным оценкам, приблизительная ее стоимость около 10 триллионов долларов. Третью часть ее составляют семена ныне вымерших растений, которые благодаря ей могут быть возрождены. И все это ради исполнения первой мечты человечества – избавления от голода. А исполнением второй мечты – избавления от болезней – занимаются уже современные генетики. Идея возникла на одной из конференций, когда стало понятно, что у нас в России всего 1% заболеваний верно диагностируются, и 99% больных остаются где-то за скобками. Эта мысль как-то шокировала всех людей, которые пришли либо из молекулярной биологии, либо из биоинформатики. И те новые методы, с которыми мы работали, было решено направить вот именно в русло диагностики наследственных заболеваний. Многие наследственные заболевания, такие как муковисцидоз, гемофилия, лимфогранулематоз, некоторые формы рака, относятся к так называемым орфанным или редким заболеваниям, поэтому диагностировать их можно только после генетического анализа. Но такой анализ стоит в среднем $20 000. Суть проекта массовой генетической диагностики редких заболеваний в том, чтобы создать систему взаимодействия обычных врачей в поликлиниках с генетиками в крупных научных центрах и сделать генетический анализ доступным всем, как бы фантастически это ни звучало. Идея такая, что мы сразу берем анализ, там это может быть кровь или слюна, определяем последовательность ДНК и находим сразу все мутации. То есть это должно быть поставлено на поток для многих людей одновременно и на много участков нашего генома. Помимо дорогостоящего оборудования, секвенаторов, которые расшифровывают геном, на проекте нужны были сотрудники крайне редкой в России специальности – вычислительной биологии. Пришлось искать их за рубежом. Я работал в институте Макс Планка, в институте биофизики Макс Планка в Германии, уехал в Нью-Йорк, где проработал несколько лет еще, и затем уже стал рассматривать активно предложения о работе в России, и тут, собственно, меня вышли из физтеха, где создавали новую лабораторию. 1931 год. Вавилову не раз приходилось обращаться за помощью к наркому, чтобы спасать от ареста своих сотрудников, большинство из которых были отнюдь не пролетарского происхождения. Не случайно пресса ехидно называла любимое детище Вавилова Всесоюзный институт растениеводства институтом благородных ботаников. Но теперь нарком сам обратился за помощью. Требовалось поддержать экспериментальную работу одного обласканного властью выходца из народа, босоногого профессора, как восторженно называли его в прессе, агронома Тимофея Лысенко. Элементарное сельскохозяйственное образование, конечно, Лысенко получил. Он был человеком определенного психологического склада. Совсем уже в другую эпоху, это конец 50-х годов. Один раз я с ним встречался, так что у меня были и некие личные впечатления. Такие люди способны оказывать влияние на окружающих, своей убежденностью прежде всего. Лысенко яростно отстаивал революционную, как он утверждал, теорию яровизации. Если подвергнуть семена озимой пшеницы воздействию холода, ее можно сеять как яровую, весной, и урожая будет в 5 раз больше. В это время проблема продовольствия была самой актуальной в СССР. Чудовищный голод на Украине и в Поволжье, постоянная нехватка хлеба в городах. Нужно было чудо, и Лысенко его предложил.
И Вавилов, не желая вступать в конфликты с властями, и первое время, не видя особого вреда в поддержке Лысенко, мог эту поддержку оказывать. В одном из докладов Вавилов осторожно похвалил теорию яровизации с оговоркой, что она должна быть проверена экспериментально. Но Лысенко утверждал, что все давно проверено, и пора переходить к практике. За несколько лет безумного эксперимента в масштабах всей страны яровизация пшеницы, летние посадки картофеля, обрезание побегов, ускоренное выведение новых сортов, огромное количество сортовых семян было перепорчено, что на много лет вперед снизит урожайность. В 1939 году Вавилова вызвал к себе Сталин. Доклад слушать не стал и сразу спросил: «Ну что, гражданин Вавилов, так и будете заниматься цветочками, лепесточками и другими ботаническими финтифлюшками? А кто будет заниматься повышением урожайности сельскохозяйственных культур?» Вавилов, его беда в том, что он всячески подчеркивал роль генетики как прикладной науки, имеющей значение для сельского хозяйства. Если бы он сидел в лаборатории, смотрел в микроскоп на мух, он бы, может быть, и не пострадал. Ну, без фундаментальной, скажем так, нельзя, наверное, создать прикладную науку. Она все-таки основывается на каких-то фундаментальных вещах. Хотя, безусловно, ну, это не только сейчас, это было и раньше, когда прикладная наука финансировалась лучше. Прикладной проект диагностики редких заболеваний, который предложили Камилю в МФТИ, основывался на огромном пласте фундаментальной генетики. В общем, я принял это предложение и переехал сюда, где теперь постоянно живу и работаю. Задачей Камиля, как специалиста по биоинформатике, было в первую очередь создание программного пакета проекта. Обработать данные, поскольку работало уже достаточно много людей, но это были все либо генетики, либо врачи, но не было, скажем так, никакой связи пока с биоинформатикой. Ну и вот это была основная задача, как-то состыковать две части проекта. Сначала мы собрали генетиков, биоинформатиков, молекулярных биологов, врачей-педиатров, провели несколько тех, которые болели за дело, и те, которым эта программа показалась интересной и живой. Врачи составили список из 60 наследственных заболеваний, имеющих распространение в России. Генетики выявили расположение мутаций, вызывающие эти заболевания. Специалисты по биоинформатике создали базу данных генов, которые связаны с этими мутациями. И, наконец, энзимологи и молекулярные биологи разработали способ, как с помощью ферментов вычленить нужные фрагменты ДНК. У каждого человека, которого мы анализируем, мы получаем больше 400 фрагментов ДНК, которые мы забрасываем в машину, предназначенную для массового параллельного секвенирования, и на выходе получаем некий спектр последовательностей. Моя цель – доставить их до врача в той форме, в которой он нужен. Потому что я получаю 0 единицы, а врач хочет видеть диагноз. Мы, конечно, не ставим диагноз, это все-таки задача врача, но стараемся максимально помочь ему это сделать быстро и точно. Летом 1939 года, встретив Лысенко на всесоюзной сельхозвыставке, Вавилов сказал ему: «Из-за вашей деятельности на Западе обогнали нашу страну по многим вопросам». Лысенко начал резко возражать. Вавилов схватил его за лацканы пиджака. Лысенко завопил: «Не трогайте меня! Я депутат! Это вам плохо кончится!» Через несколько дней Вавилов уехал в командировку на Западную Украину. 6 августа в Черновцах его арестовали. Лысенко, сын крестьянина, он гораздо лучше соответствовал представлениям о новых лидерах науки в то время. Поэтому, в конце концов, стал наиболее подходящей фигурой на роль лидера биологической науки.
Тем более, что Лысенко был сторонником теории Ламарка о том, что приобретенные в течение жизни признаки наследуются, и значит наследственность можно изменить с помощью внешнего воздействия. Эта теория очень нравилась Сталину и прекрасно вписывалась в советскую идеологию. Вот все пороки, там, проституция, воровство, да, это все вот как бы следствие окружающей среды. А вот путем воспитания и путем вот такого внешнего воздействия можно изменить человека, его природу, да. А вот эти вот бяки, буржуазные ученые, они говорят, что ничего с человеком не сделаешь. И это подавалось как вот буржуазная такая вот реакционная наука. Основные постулаты генетики, в том числе свойства гена воспроизводиться и программировать развитие организма, были непонятны тогда даже многим ученым. А для людей, далеких от науки, все это вообще находилось за гранью здравого смысла. И многие генетики поплатились за это жизнью. Четверяков Сергей Сергеевич, основатель современной эволюционной генетики, в 1929 году арестован и выслан в Свердловск. Левит Соломон Григорьевич, основоположник российской медицинской генетики, в 1937 году арестован и расстрелян. Эфраимсон Владимир Павлович занимался исследованием радиационных мутаций совместно с американским ученым Германом Мюллером, который позже за эти исследования получил Нобелевскую премию, а Эфраимсон – 7 лет лагерей. Если к началу 30-х годов в мире были две крупнейшие школы генетики – американская Германа Мюллера и советская Николая Вавилова, то к концу 40-х годов генетики в Советском Союзе уже не было вообще. Народный академик Лысенко Трофим Денисович, кавалер 10 орденов Ленина, лауреат 3 сталинских премий, занимал пост директора Института генетики Академии наук вплоть до 1965 года. Он войдет в историю как человек, сумевший скрестить естествознание с идеологией и использовать в своих личных карьерных целях гигантскую государственную машину. Советская биология была отброшена, ну, если не на 100, то на 50 лет назад. Уникальный кадровый потенциал был утерян безвозвратно. Именно поэтому великие открытия в области генетики, вплоть до расшифровки генома, были сделаны в США, а не в России. Пока что еще не создалось достаточного количества критической массы людей, которые бы позволяли друг другу передавать эти знания. Это вот пока единичные ростки, которые работают в этом направлении. Пилотные эксперименты по проекту генной диагностики прошли успешно. Система должна заработать в полную силу уже через год, если не помешает известная проблема ученых – нехватка средств. Сотрудники сбежать могут, и деньги закончатся. Вот два основных риска, мне кажется. Не так просто найти специалистов, пока еще есть способные студенты, мотивированные студенты. Хотя также все-таки некоторые люди, скажем так, планируют уехать за границу. Правда, потом они наверняка вернутся, но это же другой вопрос. Сам Камиль за границу не собирается. В его ближайших планах проект, который поможет понять, почему некоторые мутации вызывают заболевания. Как правило, это делается уже на белковом уровне. Если у белка есть структура, смотрится, где эта мутация, что эта аминокислота может вызывать. А понимание причины возникновения мутации когда-нибудь приведет к возможности ее устранения. То есть вслед за генной диагностикой идет генная терапия. Но это уже другая область, другие лаборатории, другие проекты. Мы уже сейчас знаем, что те или иные поломки, замены в ДНК приводят к повышению риска возникновения тех или иных возрастзависимых патологий. Атеросклероза, рака простаты, рака груди. И мы можем с помощью генных терапий возвращать в нормальное состояние вот эти неблагоприятные варианты имеющихся у нас генов.
Геном человека был расшифрован всего 10 лет назад, а сейчас уже запущен международный проект создания модели идеального генома здорового человека. Параллельно разрабатываются средства починки неидеальных генов и способы остановить старение организма. В настоящее время на этапе клинических испытаний находится несколько сотен генотерапевтических препаратов. И даже несколько препаратов разрешены к применению на европейском медицинском рынке, прежде всего для лечения наследственных болезней, таких как муковисцидоз и генотерапевтические средства против атеросклероза, разных видов рака. Болезнь Альцгеймера тоже не за горами. И хотя имена советских генетиков не значатся в списке нобелевских лауреатов, эту премию не присуждают посмертно. Их работа во многом приблизила наступление так называемой геномной эры. Эры, в которой стало возможным то, что еще полвека назад казалось абсолютной фантастикой и несбыточной мечтой. Победа над болезнями и даже, возможно, над старением. Эры, в которой мы живем. Прямо сейчас.